UFC Сакраменто, Шамиль Газиев. Шамиль, привет. Приветствую, приветствую. Давай, наверное, начнем с главного вопроса. Давайте. Вот это вот, что за скрытый талант у тебя? Это прекрасный талант, почему скрытый? То Я есть- начал на пианино, только у него это что единственное, что плохо, у этого пианино даже крышка открыта не была. А, то есть это постановочное фото? Это просто я придумал на ходу фото. То есть ты не играешь? Да не, откуда это такое? Такие таланты, я в боях не был, я, наверное, на пианино играл. Ну, блин, я не знаю. Думаешь, там больше платят? Ну, это же не в плате проблема, это от интереса проблема, да, интерес. Ну, с другой стороны, если ты играешь на пианино, выступаешь, там не надо вес гонять. Ну, все равно симпатичнее быть лучше, нет, чем это, да, с большим таким жирным. Пианист тоже не особо так идет. А так, нет, так пианисты наоборот, они Ну вот разные. видишь, они тоже вес гоняют, значит. Еще эти оперные певцы, они же вообще толстые-толстые. Петь я вообще не умею. Слуха нет. Давай об ММА поговорим. Ну, Три да. с половиной месяца после тяжелейшего боя, и ты снова в строю. Как восстановился? Как подготовился? Я после того боя восстановился очень хорошо, но, может, не в физическом плане, а в ментальном плане я очень сильно восстановился. Потому что я многое что пересмотрел в своей жизни, насчет, например, еды, спорта, режима. Ну, сейчас будем про нового Шамиля смотреть завтра. Не завтра, 22 числа. Шамиль 2-0? Шамиль 2.0. Не получится уже, 0 уже ушло. Нет, я имею в виду 2.0, так новая версия. Ну, должно быть. Я хочу посмотреть, попробовать. Ну, что в бою видно будет, что получится. Ты сказал, что в том числе в плане еды многое поменял. Да. Ты раньше рассказывал, что до 20 килограмм гонял, при том, что ты в тяжелом весе. Да, я до 20 килограмм гонял, но знаешь дагестанскую калорийность еды, Да. там я и тренироваться оставлял временно, да, там как заканчивал, потому что надоедало это тренировки, то все. И эта калорийность дагестанского фастфуда, это очень тяжело было сдерживать. И там килограмм 20-24 даже бывало набирал. Ну, сейчас я начал контролировать, что я ем, чтобы дня нету, который я тренировку, хотя бы прогулку, чтобы не сделал длинную. Но сейчас, если не секрет, сколько тебе? Сейчас, Осталось? конечно, не секрет, осталось 0 килограмм. То есть ты уже в весе. Я в Америку прилетел, на мне было 121 килограмм. Прекрасно. К слову, прилетел в Америке, ты 2,5 года здесь не дрался? Да, я после Розенстрока в Америку не возвращался. Приятно вернуться? Ну, приятно, ну, я особо разницы не думаю. Ну, хочется домой вернуться, а так, где бы я ни был, я всегда себя чувствую хорошо. Ну смотри, в Абу-Даби, в Саудовской Аравии, там все-таки поддержка у тебя будет больше, то есть там из Дагестана могут приехать ребята. Да, я, знаешь, какая ситуация. Дагестан, здесь тоже меня очень сильно любят. Не знаю почему, что я им хорошего сделал в этой жизни, но они меня очень любят. По поводу подготовки еще один вопрос. После прошлого боя тебя в больницу сразу увезли. Насколько там были какие-то травмы, не было? Все нормально? Эта проблема такая была. Не в том, что у меня какая-то проблема была, я из-за этого поехал в больницу. В больницу повезли нас посмотреть. Если необходимость, там, чтобы какой-то определенный срок я не мог выступать. Все было прекрасно. Мы все полное обследование провели, никаких проблем не было, ничего выявлено тоже не было. Соперник твой Кеннеди, фамилию не буду произносить, потому что запнусь. Что о нем можешь сказать хорошего? Хорошо, что он согласился со мной подраться. У вас ситуации, в принципе, немножко похожи. Вы оба в двух последних боях не выигрывали. То есть получается, что и тебе, и ему, по сути, отступать сейчас некуда. Ну, я и так никогда не отступал же. Ты вот по, наверное, последнему бою видел, что я шаг назад никогда не делаю. Что бы как бы не было. Или пан, или парпан. Ну, просто у вас вообще мясорубка была дикая. У вас то есть сказать, я же навязал эту мясорубку, Ну, да. не он же пытался это сделать. Он же пытался много раз остановиться, но я не останавливаюсь. Я всегда так дерусь. Но я же говорю, я сейчас по-другому пересмотрел все. Ну и на тот бой я особо готов тоже не был. Очень мало времени было подготовиться. Месяц вес гонял. Вот почему я пересмотрел вес свой. Ну и смотреть начал за едой, да, что я ем, калорийность еды. Вот причина какая? Вот прошлый бой я просто вес согнал, можно сказать, и подрался. А сейчас я готов. У меня не было о весе, я вообще не думал. Во время тренировок она падала, наоборот. Диетолог, тренер говорит, где-то что-то добавлял.
чтобы я вес сильно не упал. Вот я приехал в Америку, вот уже 3-я неделя здесь, вот 121 килограмм был, вот так 120 держу. А в плане стиля изменения будут или выйти зарубиться снова? Я всегда рублюсь, но отпущенными руками рубился. Сейчас буду более умнее рубиться. Я просто почему спросил, потому что 2 поражения подряд, извини, что напоминаю, Мгм. и тут как бы может возникнуть мнение, да, что как бы сейчас нужна победа любой ценой, без разницы. Уверенно, неуверенно, скучно, весело. Скучно драться я не умею. У меня один бой был вот, в UFC скучный. Имя соперника, имя не помню я. Вот этот, в Абу-Даби как раз. Причина этого тоже послужила то, что я в первом же раунде, в первый же удар нанес и палец сломал себе, вот этот кулак сломал. И по этой причине я боролся. А так, чтобы я скучно подрался, это невозможная вещь, мне кажется. Я и даже на спаррингах не могу так бороться или что-то определенное делать. Немножко отвлечемся от твоего боя. В вашем дивизионе сейчас 2 чемпиона, есть постоянные, пусть и без единой защиты, есть временные. Скоро у них вроде как реванш в ноябре. Мгм. Как ты думаешь, кто в итоге останется с поясом Аспинал или Ган, если ты вообще за ними следишь? Вот эти 2 человека, которые очень хорошо двигаются на ногах, очень хорошо бьют. Ну, один из них хорошо борется, а другой лучше в стойке. Я не могу сказать, вот 50 на 50, я думаю. Там, чтобы определенно, чтобы кто-то был более фаворитом, я не вижу. В субботу вечером твой земляк сотворил историю в Филадельфии. Конечно. Ислам Махачев смотрел? Да, конечно. Как тебе его бой? Очень хорошо подрался, очень сильно обрадовал меня в этот день. Как раз мы в Вегасе смотрели его. Я думал, чуть-чуть слабее будет этот оппонент, но оппонент тоже очень сильным оказался. Я удивлен был просто. Ислама вообще реально остановить сейчас? Или это просто машина? Ислама, я думаю, что даже вес выше поднимется, его не каждый сможет остановить. То есть даже в 185? Ну, 84 килограмма из вперед идет. Ну да. Он хочет 20-0 сделать свою серию. Сейчас у него 17-0. Да. Получится. Если он также тренироваться будет и вот такое же трудолюбие будет показывать, я уверен, что он, равно ему никого нет. Шамиль, и последнее, чтобы не задерживать тебя. Когда ты будешь драться там, где большинство твоих болельщиков будет или ночь, или раннее утро, почему нужно рано проснуться в воскресенье, включить телевизор? Ну, это, наверное, вопрос, знаешь, какой вопрос? Каждый знает, как я дерусь. Но чтобы не пропустить такое зрелище. Значит, не спим, смотрим. Спасибо большое за время. Не, лучше пускай лягут и проснутся к моему бою. Чтобы более бодрыми быть. Справедливо. Справедливо. Спасибо большое за время. Удачи в субботу. Всего.